Привет! В этом видео я хочу показать, как я готовлю блины. И немного расскажу об этом блюде на медленном русском. Это видео на русском. Включите субтитры, если они вам нужны. Итак, блины очень любят в России и не только. Существует очень много разных рецептов блинов. Блины можно готовить на молоке, на кислом молоке, на сыворотке, на кефире, на кислом кефире. Иногда в тесто для блинов добавляют кипяток, то есть очень горячую воду. Иногда блины готовят на газировке. Газировка – это газированная вода. Иногда в рецепте есть дрожжи, тогда блины получаются пышными. Сразу хочу сказать, что русские блины – это тонкие блины, это не панкейки. У нас есть что-то похожее на панкейки, это оладьи. Это толстые, маленькие блины, но русские блины должны быть тонкими. Также многие пытаются сделать ажурные блины. Это блины с дырочками, просто потому что это красиво. Я обычно готовлю самые простые блины, и сейчас я покажу весь процесс подробно. Итак, для приготовления блинов я беру 2 яйца, стакан муки, 2 стакана молока. Здесь у меня 1 стакан, но я потом налью еще. Ложка сахара, щепотка соли, подсолнечное масло. Какая посуда нам нужна? Глубокая миска, венчик. Можно использовать миксер, но я справляюсь и без него. И специальная сковорода для блинов, сковородка с тонким дном. Молоко должно быть теплым, поэтому я грею его в микроволновке. Затем я разбиваю 2 яйца. Добавляю 2 ложки сахара. Щепотку соли и взбиваю все венчиком. Далее добавляю молоко и еще раз взбиваю. Потом я беру сито и сейчас я буду просеивать муку. Многие этого не делают. Я не знаю, почему я делаю, но мне кажется, что мука становится более воздушной, и блины всегда получаются. Итак, просеиваю муку, добавляю ее постепенно, то есть маленькими частями, потому что мне не нужны комки. Комки – это такие маленькие круглые части муки в моем тесте. Моя проблема в том, что я обычно добавляю ингредиенты на глаз. То есть я не думаю о четком количестве ингредиентов, а смотрю на консистенцию, на структуру теста. Поэтому мне сложно записывать этот рецепт или давать кому-то рецепт с точной дозировкой. Поэтому я думала, что мне нужен только 1 стакан муки, но в итоге я добавила еще немного. Но мука разная, поэтому иногда 1 стакана достаточно. Вот такое тесто у меня получилось. Добавляю в него столовую ложку подсолнечного масла. Ставлю сковородку на плиту. Включаю газ. Огонь должен быть средним или сильным. Можно готовить совсем без масла, но я обычно смазываю сковородку вот таким кокосовым маслом.
Также я беру половник, жду, когда сковородка нагреется, и начинаю наливать тесто. Посмотрим, получится первый блин комом или нет. Далее беру лопатку и переворачиваю блинчик. И так делаю еще много раз. Я хотела использовать лопатку в этом видео, но иногда инстинкт был сильнее, и я переворачивала блинчики пальцами. Вот такая стопка блинов у меня получилась. Блины иногда складывают вот такими треугольниками и потом опускают этот треугольник в мед, варенье, сметану. Иногда из них делают трубочки и также опускают эту трубочку во что угодно. И можно сделать вот такой ролл, если у вас будет начинка. Начинка – это то, что внутри. То есть, если вы что-то положите в блинчик, у вас будет блинчик с начинкой. Моя начинка сегодня – это творог, который я приготовила сама. Также на рынке мы купили клубнику. И еще у меня есть варенье, тоже клубничное. Сначала я нарезала клубнику. Потом внутрь каждого блинчика я кладу творог и делаю вот такой ролл. В конце добавляю ягоды и варенье и делаю чай, потому что блины обычно едят с чаем. Хотя мы все едим с чаем. Блины можно есть с разными начинками. С медом и вареньем, со сметаной, с маслом, с мясом или грибами, с икрой. То есть блины могут быть сладкими или нет. Блины можно готовить когда угодно, но особенно часто их делают на Масленицу. Об этом празднике я уже рассказывала. Видео уже на моем канале. Пожалуйста, посмотрите. Также мы говорили о Масленице в нашем подкасте на русском, который называется «Русский блин». Ссылка на выпуск в описании или в комментарии. А вы пробовали русские блины? С чем? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!